Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Geindustry на версии 1.12.2. Это модификация к Forestry, которая существенно упрощает пчеловодство и лесоводство, позволяет выводить быстро новые виды пчел и саженцев. Также с помощью этой модификации можно производить новых пчел. И здесь есть такая замечательная промышленная пасека, о которой в этой серии мы и поговорим подробнее. Итак, чтобы скрафтить такую промышленную пасеку, значит, нам потребуется вот такой вот крафт. То есть шестерни, бронзовое стекло, бронзовый корпус, который нам знаком из мода Forestry, поршень. И в этой модификации добавляется еще такой вот сосуд для пчелы. Вот так вот выглядит его крафт. Весовая пластина здесь используется. Вот, достаточно несложный крафт, как по мне. Далее устанавливаем эту промышленную пасеку, смотрим вовнутрь, видим здесь шкалу, да. Вот эта шкала, первая, это у нас заряд РФ-энергии. РФ-энергию можно подпитывать из любых модификаций, да, которые ее поддержат. Может быть Ender EO, может быть Thermal Expansion, может быть Draconic Evolution и так далее и тому подобное. Вот здесь я запитал в данном случае через блок конденсаторов из мода Ender EO. Далее нам нужно положить сюда пчелу, да. Я, допустим, для примера буду использовать скромную матку, да. У меня здесь уже стоит кактус для того, чтобы она питалась. Так, теперь смотрим на условия. Пишет, что слишком холодно и слишком влажно, да. Промышленная пасека по механике чем-то очень сильно напоминает большие улья. То есть здесь можно с помощью апгрейдов делать, соответственно, условия для того, чтобы пчелы могли работать при любых условиях внешних. Итак, первое, соответственно, нам не хватает сухости, и здесь слишком холодно. Значит, есть для такой вот промышленной пасеки множество апгрейдов. Вот они здесь все. Для того, чтобы сделать апгрейд, нам потребуется такое вот рамка улучшения. Вот так вот она просто крафтится. Далее есть еще такие компоненты: экологический процессор, генетический процессор, вот крафты. Как по мне, не слишком сложные, с учетом того, какие они преимущества дают. Итак, давайте, чтобы наша пчелка заработала скромная в этом биоме. У меня здесь магический биом, ну, примерно там сопоставим с какой-нибудь равниной, например. Значит, нам нужно, во-первых, нагреть здесь температуру и, соответственно, сделать ее более сухой климат. Для этого нам помогут вот такие вот улучшения. Значит, вот это у нас увлажняет улучшение, вот это у нас, наоборот, осушает. Это, соответственно, нагревает, это у нас охлаждает. Итак, нам потребуется, значит, нагревать и, соответственно, осушать нашу пасеку. Давайте по одному попробуем улучшение поставить для начала. Возможно, этого будет достаточно. Смотрим, да, все. Как видим, по одному такому улучшению я поставил, и скромная пчела начала работать. Кроме того, смотри, обратите внимание, что здесь есть у нас улучшения, которые, например, позволят пчелке работать даже в дождь, да, несмотря на то, что у нее, например, нету гена от дождя. Если вы плохо разбираетесь в генетике пчел, то рекомендую посмотреть мои видео на канале по пчеловодству. Там я подробно рассматривал гены, там условия, как выводить, как скрещивать и так далее. Здесь мы будем обсуждать только вот, соответственно, эту промышленную пасеку и то, что связано с Geindustry. Итак, чтобы от дождя, например, мы можем поставить такое вот улучшение, да, и, соответственно, пчелка будет работать и в дождь. Если мы хотим, чтобы, например, наша пчелка также работала, например, когда у нас сверху какие-то блоки, можем поставить такое вот улучшение: открытое небо. То есть как пещерный, соответственно, пчелы, да. Так, еще есть улучшение на свет, да, то есть это имеется в виду, что пчела сможет работать в темноту, да, то есть ночью, даже если у нее нет ночного гена. Очень удобно, особенно для того, когда вы только начинаете выводить новые виды пчел, да, это очень вам поможет. Так, следующие улучшения уже идут как бы на продукцию и на какие-то свойства пчел. Это вот на производство, да, то есть ускоряет производство. Вот, обратите внимание, что любое улучшение, которое мы ставим, оно также увеличивает потребление энергии. То есть вам нужно заранее позаботиться о том, чтобы запитывать ваши пасеки большим количеством РФ-энергии. Так, давайте я по максимуму поставлю. Видим, что здесь, соответственно, максимум 8 таких улучшений можно поставить на производство. Далее есть, значит, улучшения, которые сокращают продолжительность жизни. Это удобно, если вы хотите прямо здесь как-то, не знаю, побольше трутней, например, нагенерить, да. Обратите внимание, да, что вот сейчас, когда пчела закончила свой срок жизни, она у меня сюда в эти слоты попала, ну, чем-то напоминает механику обычных пасек, да. Но, что интересно, здесь тоже добавляется такое вот улучшение — автоматизация. С помощью него мы можем вот эту вот процедуру по помещению пчел в эти слоты автоматизировать. То есть, если мы ставим такое улучшение — автоматизацию, наши пчелки, соответственно, автоматически будут сюда возвращаться. Давайте я сюда поставлю еще улучшение. Тоже видим, максимум 4 можно на сокращение срока жизни. Пчела, по идее, достаточно быстро должна погибнуть. Вот, и мы увидим, что она вернется сюда обратно в эти слоты. Естественно, здесь максимум может 64 трутня поместиться, поэтому все остальные будут сюда у нас выталкиваться лишнее. Но мы также, естественно, трубами там из других модификаций, например, Ender EO, можем все это откачивать, всю лишнюю там продукцию и так далее. Но также в этой модификации вводятся свои улучшения, вот такие вот, которые способны также механизмы
настраивать на выталкивание предметов и так далее. Давайте попробуем. Вот здесь есть давайте возьмем какой-нибудь сундук. Есть такое вот улучшение на импорт, на экспорт и, соответственно, на сигнал красного камня. Ну, вот это просто у нас показывает. Мы можем настроить на разные режимы. Допустим, если у нас там какие-то условия не соблюдаются, да, там что, допустим, слишком жарко или слишком холодно, у нас будет подаваться сигнал красного камня. Вот, возможно, мы захотим какой-то такой индикатор иметь, да, чтобы нам контролировать, чтобы не бегать, не заглядывать в интерфейс, а как-нибудь там внешне это контролировать, либо как-то даже, может быть, автоматизировать что-то. Вот, следующее улучшение, самое, мне кажется, полезное, это на выталкивание. То есть, если мы сейчас поставим сундук сюда, вот к этой стороне, естественно, мы можем все это улучшение ставить там сверху, с других сторон. Вот так вот они крафтятся, давайте покажу крафт. Довольно просто, как по мне. Вот. Это вот улучшение на, соответственно, сигнал красного камня. Ставим сундук, и продукция у нас начала выталкиваться. Здорово, очень здорово, как по мне. Вот, ну давайте здесь так и оставим. Вот, а вот это улучшение, соответственно, наоборот, будет импортировать. Если вы хотите сюда что-то импортировать в эту пасеку. Также вот эти улучшения 2 на экспорт и импорт совместимы с другими механизмами из этой модификации. Так, ну давайте подождем, пока там пчелка, соответственно, погибнет и вернется снова в пасеку. Тем временем посмотрим на другие какие улучшения, которые здесь есть. Есть улучшение сита. Это как раз очень сильно напоминает нам механику из больших ульев, когда мы добавляли большие улья, там улучшение на сито, и, соответственно, с помощью него у нас идет сбор пыльцы. Это уже полезно, когда мы занимаемся именно выращиванием новых видов деревьев. Вот, можете такое улучшение поставить, по идее, у вас пыльца с ближайших деревьев будет собираться. Вот. Так, далее. Значит, улучшение на территорию, да. Это, соответственно, чтобы больше площадь у нас... Вот видите, у меня сейчас пчелка вернулась сюда, в эти слоты, за счет улучшения автоматизации. Очень удобно. Вот это, соответственно, у нас увеличивает территорию. Вот у нас территория увеличивается на 50%. Ну, это тоже с генетикой. Кто знаком с генетикой пчел, я думаю, это понимает. Вот это улучшение на цветение. То есть, соответственно, я так понимаю, что цветы, которые там вокруг у нас пчелки опыляют, будут быстрее разрастаться. Следующее, наоборот, у нас, видимо, понижает, да. То есть, если мы не хотим, чтобы на что-то вокруг опылялось и росло, да, чтобы хотим этому препятствовать, можно такое улучшение поставить. Вот. Так, далее еще есть улучшение на генетическую стабилизацию. То есть, насколько я понял, это улучшение необходимо, если у вас пчела, например, есть же чистые и низкие породы, да, если вы про это не знаете, также посмотрите на моем канале, про это есть отдельное видео. То есть, если чистая, она будет работать вечно, если низкая порода, она через какое-то время погибает. Как я понимаю, с помощью такого улучшения, если мы поставим в пасеку, пчелка даже низкая порода будет постоянно жить. Вот, но честно скажу, я это пока не проверял, поэтому это чисто теория. Но, по идее, это так должно работать. Так, и у нас еще остались улучшения, значит, вот такие вот на биомы. То есть мы можем, если мы находимся где-то в магическом биоме, создать, например, внутри вот такой вот промышленной пасеки, например, ад, если это нам необходимо, например, для выведения там какого-то нового вида пчелы. Ну, либо какие-то условия хотим создать по температуре, как я понимаю, да? Вот, ну не знаю насчет температуры, я не уверен, давайте проверим. Вот, ну да, видите, он создает действительно прям целый биом внутри. Ну вот скромный как раз нам подходит даже вот адский биом, она может и так. Единственное, знаете, что я заметил, что, конечно, здесь не хватает слотов, здесь всего 4 слота. Поэтому, например, если вы хотите там одновременно сокращать продолжительность жизни и на пчелку там ставить такие улучшения на нагревание, сушение, да, то вам, конечно, уже другие не поместятся уже какие-то. Но можно, например, просто прокачать гены, да, этих пчел, уже эти улучшения на биомы вам не потребуются, и будете использовать только там на улучшение там продуктивности, на сбор, например, пыльцы и что-то типа того. Вот. Помимо, значит, адского биома можно также создавать дезерт, пустыню, ocean, то есть океан, зима, да, соответственно, зимний биом, джунгли и равнины. Вот 6 таких улучшений на биомы. Далее, помимо промышленной пасеки, давайте еще рассмотрим, какие здесь есть у нас в этой модификации инструменты. Тут инструменты добавляются. Заряжаются они, как ни странно, через ЕУ. То есть ЕУ энергии. Это у нас может быть, например, какое-нибудь зарядное устройство из Industrial Craft. Вот кладем и заряжаем. Такие вот получаются у нас промышленные инструменты. Промышленный садовый нож и скупоратор MX200 или MX200 Turbo. Ну, соответственно, это аналоги садового ножа и сачка, да, то есть который не ломается со временем. Вот. Причем, по идее, здесь у нас должен быть... Сейчас, возможно, потому что я в креативе, мне не выпадают. Там, по идее, прям по большой площади должны саженцы собираться. Сейчас попробую отключиться от креатива. Так. Здесь не собирается, наверное, с этого именно дерева. Здесь либо ванильное нужно будет, просто здесь магическое. Ну, по идее, с помощью такого садового ножа вы должны сразу несколько саженцев гарантированно получать. Вот. Так, ну и еще осталось такой вот набор для сбора пыльцы. Также пыльцу можно собирать. Здесь, наверное, не получится мне с этого, да? Получилось, что интересно. Ну, здесь может быть просто какой-то баг, потому что это... Хотя нет, ну тут дубовые листья, да, поэтому, видите, у меня гарантированно собирается пыльца. Тоже очень классно и удобно, как мне кажется. Ну, по идее, оно одноразовое, это просто потому что я, опять же, в креативе. Так, ну и... Пожалуй, на этом все. Вот, в следующих сериях уже рассмотрим остальные механизмы из этой модификации. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, жду вас в следующих сериях. Пока.